Привитание! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня уже 10 января. Подумать только, как быстро летит время. Я думаю, что сегодня будет типа вязального эпизода, потому что я не снимала с прошлого года ничего. Расскажу, что вязала, то, что есть в наличии, покажу. То, что вязала и уже у меня нету, то покажу на фотографиях. Так, значит, у меня, чтобы память была хорошая, есть вот такой вот классный блокнотик. Сейчас я, наверное, сделаю вот так. Тут видно моя рабочая. Ладно. Значит, вот такой блокнотик есть. Мне его подарила Оксана с канала Oxy Magic. И здесь я его веду с прошлого года, если я не ошибаюсь. Я его начала вести. У меня в нем написано по месяцам, что и как я делала. Вот, например, какие игрушки вязала. Вот давайте для примера. Ноябрь 2022 года, да, то есть написано, какие игрушки я вязала. Раньше я снимала готовые работы, сейчас я этого не делаю. Также я делала в Инстаграме, потом думала, что буду снимать, но и опять этого тоже не делаю, потому что не вижу в этом смысла. Кстати, забавно то, что вот я смотрела итоги, которые подводили девочки с YouTube, и даже в Инстаграме я видела, что нафиг надо кому эти итоги. Даже были какие-то приколы и в ТикТоке, и в Инстаграме, что типа все подводят итоги 2022 года, а никому это не надо, никто не хочет это читать. Ну и я подумала, что, наверное, да. В первую очередь мне не хочется для себя подводить эти итоги. Так, значит, я вам буду показывать, так как с памятью моей не очень хорошо. Из того, что я связала в этом году, закончили мы, по-моему, с вами на вот в этом чудике. Давайте чуть ближе опустимся. Так, значит, на вот этом прикольном малыше. Он у меня так и остался. Слишком большого ажиотажа он не вызвал. Я, конечно, думала, что будет по-другому. Но как бы, ну, как-то так. Я вам чуть попозже покажу, что больший ажиотаж вызвал у англоязычных людей, которые смотрят мои соцсети. Итак, первое, что я вам покажу, это вот такого вот котенка, которого я связала в рамках своей коллекции, которую я вяжу. Если вы не смотрели предыдущий влог, я уже там сказала, что это будет за коллекция. Я хочу связать полностью все свои игрушки. Если будут игрушки, которые будут покупать из коллекции, я буду их просто довязывать. Вот, кстати, у меня есть такие игрушки, которые я буду довязывать. Чуть попозже вам расскажу, покажу. Значит, вот такой вот котенок. К этому котенку я сделала вот такой клубочек. Так, клубочек, иди сюда. Вот такой вот клубочек, моточек. Я его немножко затонировала для того, чтобы он не смотрелся прям таким просто оранжевым. Вот такой рыженький малыш-котенок. И вот следующее, что я связала, это была очень необычная игрушка для меня. Ну, я периодически такие игрушки вяжу. Ну, а тут меня попросили связать такой заказик, я не смогла отказать. В общем, вот такая вот карамелька у меня получилась. Так, секундочку. Так, в общем, не фокусируется у меня почему-то. Не фокусируется. Значит, карамельку я вязала по бесплатному мастер-классу, который нашла через поисковик. Это первая ссылка, которая мне попалась. Я буду вязать всех 3 котят, но у меня так получилось, что
Я вот начала вязать коржика. Кто тут ниточки падают? Вот такой вот коржик. Значит, для него я уже связала уши и хвост. Сейчас покажу вам детали. Подождите, а хвост я тоже вязала или не вязала? Вижу только уши. Нет, наверное, хвост я не вязала. Значит, мне осталось... Это вот я кого вязала? И все ниточки падают не в мусорку почему-то, а на игрушку. Так, значит, мне осталось связать глазки. Носик надо будет связать. Здесь я носик вышивала. Надо будет связать. И связать шапочку, хвостик. Все пришить. И будет готов коржик тоже у меня. Значит, вяжу я эти игрушки из Vita Coco крючком 1,25. Карамельку я связала голову крючком 1,5. Но мне не понравилась плотность. Поэтому я теперь вяжу крючком 1,25, и такая плотность мне нравится больше. И вот именно карамелька почему-то вызвала больше интерес, чем вот этот вот маленький глазастик. Не знаю почему, но так получилось. В общем, довяжу коржика, и потом я буду вязать компотом. Это из мультика «Три кота». Следующее, что я связала, но у меня нет в наличии, давайте я вас приближу, чтобы вы посмотрели просто мою миниатюру, которая у меня есть. Значит, я связала двух очень маленьких мишек, покажу вам их на фотографии. Это был фиолетовый мишка и такой бирюзовый. Размер у них 1,5 сантиметра. У меня есть заказчица, которая делает кукольный домик 1 к 48, по-моему. И она сказала, что ей вот такие игрушки маленькие подходят. Поэтому она периодически меня тревожит. С прошлого года вот она меня нашла весной, уже почти год. И я ей периодически вяжу вот такие маленькие игрушки. Значит, связала этих мишек. Глазки я там делала из бисера, потому что, ну, на самом деле очень сложно подобрать, чтобы глаза были по размеру маленькие. Все-таки то, что приходит с Алиэкспресс, они достаточно большие глаза эти выходят. И следующее, что я связала, тоже покажу вам на фотографии, это был дракон. Дракон, сейчас вспомню, изумрудного цвета и с черным оформлением. Значит, к этому дракону заказали волка и кого-то я еще... белочку. И вот волк и белочка были у меня в наличии. Соответственно, я взяла их из своей коллекции. И вот уже довязала волка, но не связала белочку. Соответственно, вот в заказ мне надо было связать только одну игрушку. И это очень здорово. Потому что у меня вот таких игрушек, где... цвет может меняться, не так уж много, наверное. Кто это у меня? Зайчик, мишка, вот этот, как его, гномик, котик могут другого цвета, но котик тоже 3 цвета обычно. Это черный, это рыжий и сиамский котик обычно просят. Кстати, сиамского я, наверное, в свою коллекцию тоже свяжу, чтобы был, но это уже в конце я хочу довязать те игрушки, которые, ну вот, например, обезьянку другого цвета, то есть такую же игрушку, но в другой расцветке. Вот. Так, значит, следующее, что я связала, это был волк, потому что тоже пришел заказ, то есть на того волка, которого я связала,
пришел заказ. И это уже третий волк, которого я связала за это время. Там такой же он получился, в такой же расцветке, потому что того цвета, как у меня был первый волк, у меня не оказалось серого. Я пошла покупать. Это вообще какой-то кошмар, потому что у меня целая куча мулине, но, как оказалось, подходящего серого цвета у меня нет. Вот, соответственно, больше мулине я не буду покупать, буду, ну вот я знаю, где купить мулине, я лучше туда буду приходить, по несколько пасм брать именно тех цветов, которые мне необходимы, потому что для расцветок там других, тех животных, которые разных оттенков мне хватает для тех же драгончиков, например. И вот волка я вязала вот такого вот цвета. Он интересный матовый оттенок, мне очень нравится. Значит, волк связан точно так же, как и тот. У него здесь есть пасть, которая открывается. Я думаю, что именно эта пасть делает его таким вот похожим на волка, а не на собаку, как я когда первого волка вязала, очень боялась, что он получится похожим на собаку. И также я связала еще одного паучка по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Это бесплатный мастер-класс, он у нее есть в Инстаграме. Черный паучок, в общем, тоже связала. Так. И вот, как я уже сказала, это следующее у меня был еще один волк. Это вот третий волк этот. Следующее, что я связала и вот только буквально закончила, это единорог. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот единорожек. Его размер 1,5 сантиметра. У него интересный хвост. Этот хвост вот такой, как у льва сделан. И грива выполнена из вискозы. Мне очень нравится этот материал. Я думаю, что я, наверное, куколок таких буду делать, потому что его можно расчесать. То есть можно использовать натуральные, там, допустим, козочку какую-то, да, но для моих игрушек, наверное, такой материал не подойдет, потому что тут есть особенности в креплении самой этой либо шерсти, либо вискозы, потому что голова очень маленькая, зафиксировать это на самом деле очень тяжело. Я все еще продолжаю экспериментировать, но на данный момент я нашла тот способ, который бы я хотела пока что в ближайшее время использовать. Те варианты, когда я раньше делала, мне не очень нравятся, поэтому пока делаю так. Но в этой единорожке есть один нюанс, который нужно будет мне учитывать в следующих 3, которые я буду вязать. Я бы хотела ей рог переместить чуть-чуть вот на один ряд ниже, потому что, ну, как-то лысовато получился у меня здесь лоб, хотя, может, и нет. Значит, здесь глазки я выбирала самые маленькие из набора, который приходит с Алиэкспресс, и почему-то они сейчас кажутся маленькими. А вот почему. Так. Не одинаковыми, в смысле. Все равно надо вот мне будет подправить. Что-то тут с этим глазиком не так. Этот глазик почему-то выглядит больше. Ну, сейчас я его подправлю. Только-только закончила игрушку. Еще нужно над ней пошаманить немножко. Вот. Значит, что? Еще я довязала себе носочки, которые ношу. И начала вязать носочки из регии, которую мне подарила Оксана с канала Oxy Magic. Значит, я решила связать себе носочки. И, если честно, я не совсем поняла, как там идет расцветка. Дело в том, что я люблю вязать сразу 2 носочка вместе, поэтому я весь моток перемотала, разделила его на 2 части. Там есть ниточка желтая, которая отделяет одну часть от другой. И я не понимаю, почему как будто идет расцветка не от мыска. Ну, в схеме написано, что нужно вязать от резинки. Я начала вязать от мыска, соответственно, перемотала все в конец и в обратную сторону стала вязать.
И у меня почему-то расцветка, мне кажется, что не совпадает. Но на самом деле это как-то странно. Вот, значит, вот такой единорожек у меня получился. Я еще буду вязать двух единорогов. Это будет розовый единорог. Давайте я вам покажу. Но у розового буду делать обычный хвост, и грива будет такая стоячая, короткая. Значит, сам единорог будет такого розового цвета, а мордочка будет светло-розового такого вот. У него будет грива из вискозы, тоже буду делать, но у него такая будет идти короткая грива и такой стоечкой. А хвост, наверное, сделаю длинный и сразу от тела. От тела я еще такого не делала, но сделаю. И еще одного единорога буду делать белого цвета. Дело в том, что я отправила посылку, тоже кто смотрел мои влоги предыдущие, в Японию, и что-то она либо потерялась, либо она так долго идет, может где-то просто валяется, и пока я довяжу, я очень надеюсь, что она дойдет, но это вряд ли. Поэтому не нашлось у меня за это время, пока я не снимала, вот, связать единорогов, но написала заказчица и сказала, что думает, что посылка потерялась, поэтому хочет, чтобы я отправила еще 3 единорожек. Ну вот, мне придется вязать заново их. По расцветке они получаются немножко другие. Вот, ну, как-то так получается. Не смогла я по фотографии подобрать именно тот оттенок, который мне нужен. Ну, я очень надеюсь, что ей дадут те 3 единорога. И если я отправлю этих 3, чтобы у нее не было одинаковых, совсем одинаковых их. Вот, чтобы все-таки они отличались. Это все, что я вязала за этот период. Еще я довязала девчонкам шапочки. Это я вам показывала в прошлом влоге. И я связала им такие небольшие снудики резинкой 2 на 2. И сейчас я поняла, что для них это просто идеальный вариант. Мне очень нравится, как это выглядит именно с их шапочками, потому что они одевают шапочку, наверх снудик, шея закрыта, потому что снуд остается на шапке сзади. Спереди они могут закрыть также себе нос, рот, если очень сильный неприятный такой ветер, когда большая влажность и просто ветер на самом деле как будто пронизан мелкими иголочками. Неприятно очень лицо, они могут закрыть, оставив только глазки, и таким образом им очень удобно. И шея закрыта, и лицо можно закрыть. Очень здорово, мне нравится. Поэтому я им в новогоднюю ночь завязывала девчонкам такие снудики. Потом вот довязала носочки себе, и сейчас новые носочки вяжу. Вяжу просто лицевой гладью носочки, потому что я их вяжу вечерами, когда читаю девчонкам сказку на ночь, так как вяжу вслепую лицевую гладь, поэтому могу читать и вязать. Это оптимальный вариант. Главное, чтобы вязание не дошло до момента, где нужно делать подъем, пятку. Там сложно вслепую вязать, там нужно считать и быть внимательным. Вот. Так что вот такие у меня дела. Значит, по плану у меня 2 единорога. Также мне нужно будет связать белочку, мышку и ежика. Да, кстати, мышку и ежика у меня тоже забрала. Это заказчица, которая делает домик 1 к 48 размером, то есть ей нужны маленькие игрушки. И несмотря на то, что мышка там 2 сантиметра, а она выбирает игрушки, которые 1,5 сантиметра, она все равно взяла, понравилась ей мышка по мастер-классу Анастасии Кирсановой больше, я ей предлагала и вот такую мышулю, которую я связала по своему бесплатному мастер-классу, который есть на YouTube. Она выбрала ту мышку. Ей понравилось и это, и там, но у нее был определенный бюджет на покупку.
И взяла она еще ежика, который был связан по платному мастер-классу Труноши. Значит, ежика я тоже буду вязать нового. То есть мне нужно связать 3 игрушки в свою коллекцию. Довязать коржика, связать компота и еще, ну, то есть планы у меня есть. Планы я буду вам рассказывать, показывать. Вот такие вот дела. Я думаю, что я это видео сегодня смонтирую и выпущу, потому что давно не выходили видео на канале, чтобы вас порадовать. Праздники закончились, начались будни. Солнышко скоро будет нас радовать потихоньку. Тут осталось ползимы прожить. Я себя так уговариваю от этой серости, когда солнышко светит. Это, конечно, очень радостно. Вот, значит, увидимся с вами в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.